Кении, среди бескрайних саванн и высокой выжженной травы, сотрудники природоохранного проекта заметили слониху, которая с каждым днем становилась все слабее. Рядом с ней постоянно находился маленький слоненок, совсем еще ребенок, не отходивший от матери ни на шаг. Команда наблюдала за ними издалека, надеясь, что взрослая самка сможет восстановиться самостоятельно. Но состояние животного продолжало ухудшаться. Однажды утром слониху нашли мертвой. Хищники успели прийти раньше людей, поэтому установить точную причину смерти уже было невозможно. Посреди равнины остался лишь маленький слоненок, который не понимал, почему мать больше не поднимается и почему вокруг стало так тихо. Сотрудники службы охраны дикой природы сразу сообщили о случившемся спасательной команде. Было ясно, медлить нельзя. Без матери детенок не проживет долго. Маленькие слоны полностью зависят от молока и защиты взрослых, а рядом уже кружили гиены и другие хищники. В Кении началась срочная операция по спасению сироты. Ветеринар и сотрудники фонда по защите животных вылетели на небольшом самолете к ближайшему аэродрому, а затем долго добирались по бездорожью через саванну. Когда команда наконец нашла слоненка, рядом с ним стояла взрослая дикая слониха. Она не подпускала хищников и словно пыталась защитить чужого детеныша. Такое поведение редко встречается даже среди слонов, но животное будто понимало, что малыш остался совсем один. Однако времени оставалось мало. Детенок почти сутки ничего не ел и быстро слабел. Спасатели аккуратно усыпили взрослую слониху транквилизатором, чтобы не подвергать опасности ни ее, ни себя, после чего осторожно погрузили малыша в машину. Слоненок сопротивлялся, громко кричал и пытался вырваться, потому что впервые в жизни оказался среди людей без матери рядом. Позже малыша доставили в реабилитационный центр для осиротевших слонов. Там ветеринары провели осмотр и пришли к выводу, что животное сильно истощено и находится в тяжелом стрессе. Слоненок боялся людей, забивался в угол вольера и дрожал от любого звука. Он не подпускал к себе сотрудников и лишь настороженно наблюдал за ними. Но голод оказался сильнее страха. Через некоторое время малыш осторожно начал пить молоко из бутылочки, хотя все еще старался держаться подальше от рук спасателей. Всю ночь слоненок беспокойно ходил по вольеру и громко плакал. Для маленьких слонов потеря семьи становится настоящей трагедией. Они очень социальные животные, крепко привязанные к матери и стаду. Без знакомых голосов и запахов детенок чувствовал себя абсолютно одиноким. На следующее утро сотрудники центра решили познакомить малыша с другими осиротевшими слонами. Как только ворота открылись, несколько старших слонят сразу подошли к новичку и окружили его плотным кольцом. Они касались его хоботами, старались встать рядом и не отходили ни на шаг. Казалось, каждый из них пытался успокоить испуганного малыша и показать, что теперь он не один. Постепенно слоненок перестал плакать. Он прижался к другим слонам и впервые после гибели матери смог спокойно стоять рядом с кем-то, не испытывая страха. Сотрудники центра говорят, что именно поддержка других слонов чаще всего помогает сиротам пережить потерю и снова начать доверять миру. Теперь малыша ждут долгие годы восстановления. Ему будут давать специальное молоко, круглосуточно наблюдать за его здоровьем и постепенно готовить к жизни в дикой природе. По ночам рядом с ним будут находиться смотрители, чтобы слоненок не оставался один в темноте. Возвращение осиротевших слонов в естественную среду – очень долгий процесс, который может занять многие годы. Но самое страшное испытание этот маленький слон уже пережил.